Города прекрасней не найти. Недаром Кыргызстан тобой гордится. О, Фрунзе мой, свети, сияй, цвети. Душа моя, мой друг, моя столица. Так писал о столице известный поэт Кубанычбек Маликов. Меня зовут Сергей Долженков, и я живу в городе Бишкек с самого рождения. Я очень люблю этот город. Мне безумно комфортно здесь находиться. Это свежий воздух, этот вид из окна, эти горы и, конечно же, добрые люди, которые тебя окружают. Каждая улица наполнена моими воспоминаниями. Каждый исторический объект и памятник связан у меня с чем-то особенным. Конечно же, этот город прожил свою жизнь в 3 эпохах. Он начал свое становление в царское время, развился в Советском Союзе и сейчас спокойно живет в независимом Кыргызстане. Эти куранты были подарены бишкекчанам Армении в знак дружбы и стали символом города. Любопытно, что до недавнего времени наши куранты звучали ровно так же, как кремлевские в Москве, будучи их точной копией. Но с прошлого года наши куранты зазвучали с национальным колоритом. Теперь в них звучат удары Темир Камуза на основе звуков камуза. В этом году подземный переход на пересечении Чуй-Советской отремонтировали, сделав его шире и светлее, что не может не радовать пешеходов города. В 1955 году завершилось строительство одного из самых великолепных зданий города Бишкек. Строительство настолько сложное и ответственное, что при тресте «Кыргызстрой» создается отдельный строительный участок с архитектором Лабуренко и под руководством Павла Иванова, в то время главного архитектора города Фрунзе. Величественное здание украшено росписью советских художников под руководством народного художника СССР Гапара Айтиева, фигурами-светильниками Ольги Меньковой. Фронтон театра украсили монументальные скульптуры Ольги Мануйловой. На сцене театра блистали народные артисты СССР Бибисараби Шиналиева, Чолпонбек Базарбаев, Сайра Киизбаева, Абдулас Малдыбаев, Калы Малдыбасанов. И сейчас зрители аплодируют новому поколению талантливых солистов оперы и балета. Через дорогу от театра оперы и балета расположена Республиканская библиотека имени Касымалы Баэлинова. На барельефах библиотеки, которые сделаны различными скульпторами Кыргызстана, изображены деятели науки, искусства и литературы, среди которых Михаил Ломоносов, Дмитрий Иванович Менделеев, Лев Николаевич Толстой, Касымалы Баэлинов, Токтагул Сатылганов и другие. Автором архитектуры здания библиотеки стал известный кыргызский архитектор Владимир Нусов, который в течение целых 6 лет трудился над 3 конкурсными проектами, 3-й из которых лег в основу сегодняшнего здания. Это уникальное строение было построено в 1962 году и внешне имеет форму правильного параллелепипеда, что удивительно. Если вы взглянете на него с парадного входа, то вы увидите 3 этажа и 1 подвальный. Но стоит вам обойти его и взглянуть с южной стороны, как вы увидите уже целых 6 этажей и целых 2 подвальных. Именно это и делает это здание удивительным. Негласным ангелом-хранителем этого здания является Чингис Айтматов. Ведь именно Чингис Туракулович в 90-е годы помог отстоять это здание в самые сложные времена. Вторым интересным фактом является, что именно здесь проходили съемки отрывков фильма, снятого по мотивам рассказа «Красное яблоко». Ну и, наконец, в этом зале в 2007 году прошла презентация последней книги Чингиза Айтматова «Когда падают горы». На сегодняшний день в этом книжном фонде более 1 миллиона экземпляров книг. И еще очень интересный факт. Старожилы рассказывают, что частенько слышат шорохи, голоса и находят открытые книги утром, что в свою очередь рождает легенду о том, что книжные герои тайком ведут свою жизнь в этом замечательном месте. На 3-м этаже в зале искусств располагается уникальная, раритетная коллекция гранд-пластинок, где каждый желающий может послушать классику музыкальной эстрады Кыргызстана.
Война вынудила большевиков реабилитировать религиозную жизнь в стране. Этот замечательный Воскресенский собор за моей спиной был воздвигнут главным архитектором города Вирюжским, кстати, сыном репрессированного иерарха Русской Православной Церкви. На территории собора расположен музей, в котором все желающие могут познакомиться с историей христианства как в Кыргызстане, так и во всей Центральной Азии. Нам посчастливилось познакомиться и побеседовать с епископом бишкекским и кыргызстанским отцом Даниилом. В 1936 году это здание было построено как кинотеатр НКВД. По личному указанию в Великой Отечественной войны в 1943 году это здание было передано Русской Православной Церкви. И в 1946 году, уже после ее реконструкции на пожертвование прихожан, он был освящен как кафедральный собор города Фрунзе. В наше современное время, с 2015 по 2017 год, произошла реконструкция, также на пожертвование наших бишкекчан, кыргызстанцев. И этот собор мы сегодня лицезреем. С вами был проект «Бишкек 140». Я Сергей Долженков. До новых встреч!